Приветствую, друзья! Наступательные действия русской армии продолжаются, и на картах можно заметить, какие вот успехи есть за последние сутки-двое. И действительно можно наблюдать, что на очень многих участках фронта есть существенные продвижения, несмотря на очень многочисленные натовские укрепрайоны. И даже вот различные там немецкие аналитики натовские подтверждают, что вроде какие линии обороны возводили очень мощные, там зубья драконов, рвы там и все остальное, бункеры различные, каждые там 500 метров, но тем не менее мы видим, что русская армия продвигается вперед, а все эти укрепления падают не как карточный домик, но тем не менее очень и очень быстро под напором русской армии. Уже даже в Днепропетровскую область зашли уже даже с третьей стороны, и на карте можно заметить, какой очередной поселок Днепропетровской области сейчас уже контролируют русские войска. И на этом, конечно же, не останавливается процесс, потому что, судя по всему, сейчас проходят очень серьезные боевые действия в Покровске, который постепенно становится красноармейским. И действительно, там натовские наемники вынуждены отметить, что у них последние несколько дней хаос, потому что там фактически уже внутри самого Покровска находятся наши передовые штурмовые бригады. И таким образом мы видим, что очевидно там внутри самого Покровска идут бои, и очаговое сопротивление натовской ЧВК ВСУ там имеется. Конечно же, туда подкидывает режим Зеленского все новые и новые подкрепления, но сам факт того, что сейчас там внутри Покровска идут бои, конкретно говорит о том, что все-таки русская армия меняет тактику, и очевидно сейчас различные вот наши передовые отряды уже внутри Покровска находятся и получают снабжение через вот беспилотники, которые могут 50 и 100 килограмм приносить. И таким образом мы видим, что и с БК более или менее все хорошо, и с продуктами питания, можно сказать, потому что там бои идут уже не один день. И это чем-то напоминает, знаете, операцию «Труба» в Судже. И сейчас, судя по всему, примерно таким же образом, возможно, там появились в Покровске наши штурмовики. Покровск — это ключевой логистический узел в этом регионе, поэтому, конечно, там сейчас идут очень ожесточенные бои, и русская армия наносит туда очень серьезное огневое поражение и авиабомбами с модулем коррекции и планирования, и, конечно же, артиллерией, и РСЗО и так далее. В общем, что только туда не прилетает. И сейчас, конечно, судя по всему, через несколько дней, когда развеется туман войны, можно будет понять, насколько серьезно там продвинулись наши штурмовики. Из интересного в сеть попали кадры, каким образом натовские наемники бросают на поле боя раненого колумбийского наемника. И действительно можно отметить, что без каких-либо угрызений совести просто оттолкнули этого персонажа, который с ранением и не может идти, и, конечно же, ждала этого колумбийского наемника после всего этого смерть от наших вот дронов, которые сбросили на этого персонажа различные взрывные устройства, и на этом его позорная участь закончена. И, конечно, сейчас по Колумбии гуляет это видео в интернете, и можно колумбийцам просто вот удостовериться воочию, что же там бывает за тех $3000 в месяц, которые платят натовская ЧВК ВСУ. Но ВКС РФ не прекращает атаки, и можно заметить, какие все-таки были удары за последние несколько суток, и что только не прилетало, и различные баллистические ракеты, и крылатые, ну и, естественно, дроны камикадзе Герань в больших количествах. При этом в первую очередь били по Днепропетровску, по городу Сумы и, собственно, по Харькову. И действительно масштабы поражений там очень и очень большие, и сейчас достается тем объектам, где натовские наемники размещают либо свое оборудование, либо свою технику, либо там боеприпасы и так далее. Ну и, конечно же, это все приводит к очень большим разрушениям. В Харькове это, конечно же, по заводам, где производится крупноузловая сборка различных натовских систем вооружения. И, конечно, туда прилетало очень и очень жестко, причем даже временами авиабомбами с модулем коррекции и планирования. Из интересного, по Днепропетровску прилетало так, что даже в вид пентхауса на вот высокоэтажках долетали наши дроны. И, конечно, там натовская ЧВК ВСУ любит на многоэтажках очень высоко размещать радары различные, чтобы удобнее было сбивать наши дроны. Но, знаете, дроны камикадзе Герань-2, они сейчас вот модернизированы настолько, что они даже могут видеть конкретно
куда летят, и сейчас вот четко попадают именно туда, где расставляют натовские радары. При этом ВКС РФ не забывает и про банды ТЦКшников, и поэтому вот уже конкретно в Херсоне очень жестко прилетело по зданию ТЦК и полицаев местных, и на кадрах можно заметить, что там у них, знаете, мягко говоря, все плохо. Также можно заметить, что натовская разведывательная авиация на фоне угроз натовских генералов кружит вокруг Калининградской области, и, конечно же, с учетом вот публичных заявлений о том, что натовские войска Калининград займут очень быстро, то уже есть позиция со стороны России, что, мол, если вдруг какие-то натовские войска все-таки решатся на подобную авантюру, то удар будет ядерный, не только, собственно, обычными системами вооружений. Поэтому здесь у России достаточно четкая и понятная позиция. Ну а также натовские самолеты-разведчики кружат в Черном море и, естественно, корректируют атаки на Крым и, собственно, Сочи, ну и, собственно, эту часть России. На этом фоне натовские дроны уже начали сбивать зачастую вертолетами К-52, при этом адаптируя ПЗРК «Игла» под конкретно цели ракеты «Воздух-воздух», и таким образом можно достичь, судя по всему, качественного уничтожения натовских дронов. Однако вертолеты К-52 не только ракетами могут сбивать натовские дроны, а конкретно даже еще и с применением пушки. Ну и можно заметить на этом видео, каким образом это происходит на практике. Да, конечно, несколько раз приходится стрелять, но тем не менее результат очевиден. Из интересного можно заметить, что сегодня прошли масштабные учения ВМФ России, с учетом того, что, кстати, сегодня еще и день ВМФ. Поздравляю по этому поводу всех причастных. Ну и, конечно, можно заметить, что помимо того, что сейчас вот активно используют и подводные дроны, также сейчас вот уже наши ВМФ начинают постепенно тестировать и надводные дроны «Камикадзе». И на кадрах можно заметить, что подобного рода системы вооружений с видеоканалом связи и, судя по всему, со спутниковым каналом связи уже имеются и сейчас очень активно тестируются. Что еще раз говорит о том, что ВМФ России с учетом надводных дронов также может решать очень большой спектр задач в разных регионах мира. Ну и, собственно, не только западные страны могут себе позволить подобный вид вооружений. В эту игру, очевидно, можно играть как минимум вдвоем. Но внедорехи Зеленского вынуждены были признать, что тогда, когда сбивали Ил-76 российские, тогда действительно на борту были конкретно вот пленные украинцы. И больше 60 человек тогда вот пленных было уничтожено конкретно руками фактически режима Зеленского и его хозяев, потому что тогда именно ракетой Патриот был сбит борт Ил-76, и таким образом, собственно, режимники Зеленского долго отнекивались, рассказывали, что там не было на борту конкретно пленных ВСУшников, но тем не менее уже оказалось, что были, и уже конкретно те фамилии, которые передали режиму Зеленского, конкретно вот уже сегодня похоронили во Львове. По нашим данным, конкретно семьи самые активные очень жестко запугали, кому-то дали денег, и таким образом мы видим, что возмущаться по этому поводу никто особо не стал. Ну, собственно, уничтожили своих же, получается, вот пленных, ну и на этом, можно сказать, конец. По этому поводу никто особо митинги не устраивает, просто похоронили, да и забыли. Для Зеленского это даже особо и не угроза, потому что для гауляйтера главная угроза, когда хозяева разгневаются, и, судя по всему, они разгневались, когда вот Ермак надоумил Зеленского все-таки прикрыть Национальное антикоррупционное бюро, которое принадлежит на правах частной собственности западным странам, и это очень не понравилось все-таки хозяевам, и гауляйтер сейчас вот уже публично заявляет, что срочно, безотлагательно, обязательно, собственно, проголосует закон, который возвращает все права Национального антикоррупционного бюро. Ну и, собственно, подчиненность этого бюро, так называемого американскому посольству. Поэтому сейчас, с учетом таких вот переворачиваний в воздухе, изменения позиции на 180 градусов, конкретно уже четко свидетельствует, что те законы, которые режим Зеленского от себя решил принять, по факту ему эти законы просто надели на голову и заставили все вернуть обратно. Причем медийно это достаточно комично проходило. Просто западные страны сказали, что будут сокращать финансирование режима Зеленского и натовской ЧВК ВСУ. И тут Зеленский сразу стал как миленький, как лапочка послушный, и сразу же переобулся в воздухе и срочным образом, собственно, переложил
переложил всю ответственность за свой закон на депутатов. Это, мол, все не Зеленский, это все депутаты придумали. Ну, а Зеленский подписал, потому что, ну, как обычно, законы не читает, которые с Вашингтона приходят. Тут бац, и депутаты ему законопроект подкинули. Ну и таким образом, конечно, сейчас мы видим, как ситуацию с Национальным антикоррупционным бюро Соединенные Штаты и Лондон фактически поставили на место, как ситуацию, так и не до фюрера самого. На этом фоне появляется все больше видео атаки Ирана ракетной на Израиль. И на кадрах можно заметить, как вот иранские ракеты недавно прилетали конкретно по израильским нефтеперерабатывающим заводам. И конкретно эти, конечно же, кадры свидетельствуют о том, что никакой там израильской, американской системы ПВО фактически нет, которая могла бы перехватить даже иранские ракеты. Ну, а говорить за все остальные просто уже даже нет смысла, потому что и российские, и китайские ракеты, конечно же, и американская, и израильская система ПВО физически просто перехватить не может. Поэтому, очевидно, Израиль может воевать только с той страной, которая отстала очень серьезно в развитии техническом. И, например, вот сектор Газа — это конкретно вот уровень режима Нетаньяху, ну и, собственно, банды террористов различные. Но даже вот конкретно на сектор Газа, где фактически сейчас сделали один большой концлагерь для палестинцев, и там находится больше, чем 1,5 миллиона жителей, туда конкретно вот пытались прорваться на очередном судне с гуманитарной помощью. Но бравые, знаете, десантники, штурмовики режима Нетаньяху порвались на это, значит, судно и всех арестовали. А вот в Венгрии совсем другого рода проблемы. Там Орбан все-таки воюет с Урсулой фон дер Ляйен, чтобы срочно Урсула разблокировала 9 миллиардов евро различных там социальных выплат от Евросоюза в Венгрии, которые заморожены были еще во времена ковида. И уже, знаете, Орбан, как обычно, поставил вопрос ребром. Либо он будет саботировать принятие бюджета Евросоюза, либо все-таки эти все 9 миллиардов до копейки нужно все-таки Урсуле фон дер Ляйен ему заплатить. А вот недалеко от Венгрии, в Ватикане, конкретно прошли достаточно странные переговоры между Российской Православной Церковью и, собственно, католической церковью. Ни для кого не секрет, что католическая церковь дает молчаливое согласие режиму Зеленского на репрессии против православной церкви в Украине. И это, конечно же, очень серьезно бросается в глаза. И сейчас, судя по всему, Российская Православная Церковь хочет каким-то образом найти компромисс и объяснить Ватикану, что так делать нельзя. Сначала, как обычно, используют слова и переговоры, и, судя по всему, наверное, для этого именно туда, в Ватикан, поехала наша вот переговорная группа с Россией. Также не могу упустить новости из Прибалтики. Там выделили целых 30 миллионов евро на ракеты ПВО от системы Patriot. А это, знаете, целых аж где-то вот 15 ракет. Ну, а 15 ракет это нужно для перехвата где-то 7-8 максимум баллистических ракет типа Искандер. Поэтому, конечно, с учетом интенсивности боевых действий, поэтому Прибалтика так мощно поднатужилась и передала ракет-перехватчиков аж на 7 штук наших ракет. А вот на экономическом фронте у западных стран начинаются проблемы, и об этом говорит уже даже МВФ, потому что с долларом будет все плохо, и от него будут и дальше отказываться, это прогнозируют их аналитики. Забавно то, что на этом фоне уже выяснилось, что Минфин США запустил сайт по сбору, так сказать, средств на погашение госдолга США. Собственно, чтобы американцы сами оплатили эти вот 35 или 36 триллионов долларов, которые понабирали различные администрации вот, США. И это, очевидно, просто плевок в лицо американцам, но или, может, просто кто-то пошутил, потому что, очевидно, триллионы американцы явно со своего кармана отдавать просто физически не могут. На этом, друзья, у меня все. Выводы, конечно, делайте сами, а также не забывайте подписываться ко мне на телеграм-канал. Там всегда больше интересного, нежели в видеоформате. Ссылка находится по традиции в описании на мой телеграм. До скорого!